Глава 238. Советник выкрикнул, обращаясь к Хуачену: «Молодой человек, не стоит недооценивать соперника. В этом облике с ним еще труднее справиться, чем с воплощением безликого Бая. К тому же, раньше преимущество было на вашей стороне из-за оружия, но теперь и его не стало». Советник говорил правду. Все раны на теле Цзюнь-У затянулись, словно он обновился с ног до головы. Бросив взгляд на советника, он с улыбкой произнес: «Ты рассказываешь, как меня одолеть, прямо в моем присутствии. Я не убил тебя, и теперь ты становишься все бесстрашнее». В его голосе слышалась явная угроза. Советник замолчал, но тоже перевел прямой взгляд на Цзюнь-У. «Не волнуйтесь», — сказал наставнику Селянь, «Сань Лан никогда не стал бы недооценивать врага. Принц знал это, как никто другой». Какой бы беспечной ни была улыбка на лице Хуачена, его рука не дрогнет. Цзюнь, внимательно посмотрев на клинок меча, спокойно произнес: «Чжусинь, мы так давно не виделись». Фансинь, или теперь следовало называть его Чжусинем, издал низкий звон. Селяню раньше все время казалось, что Фансинь уже очень стар и немощен, и, возможно, скоро сломается, но, к неожиданности принца, попав в руки прежнего хозяина, меч исполнился силы, которой никогда не обладал в руках селяня. Каждый раз, когда Чжусинь и Имин сталкивались клинками, небесный мост содрогался, словно вот-вот рухнет прямо в лаву. Сила и скорость, с которой сражался Цзюнь, ощутимо повысились на целую ступень. Хуачен, по-прежнему не уступая противнику, все же нахмурился, сделавшись суровее. Остальные, наблюдая за битвой издалека, также не могли сдержать потрясения в душе. Ведь каждым своим выпадом Цзюнь безжалостно целился в правый глаз Хуачена. Хуачен, дважды отразив крайне опасную атаку, вскоре заметил, что демон применяет один и тот же прием, словно уверенный, что правый глаз Хуачена — это его слабое место, и намерен снова вырвать его. Разумеется, каждый раз Хуачен прикладывал все силы, чтобы защититься от атаки, раз за разом отбивая удар. Но ведь таким образом они оказались втянуты в битву, где ни одна из сторон ничего не может сделать. При этом глаз на рукояти Эмина, словно чувствуя опасность, так и вращался, вне себя от ярости. Клинок, подобный черной яшме, снова устремился в атаку, послышался чистый звон. Хуачен не поднял саблю для защиты, однако Цзюнь-У все же не удалось завершить атаку. Селянь, весь в белом, очутился прямо перед Хуаченом, закрыв его собой. Только что принц одним щелчком пальца отбил источающий холодную опасность клинок Чжусиня, Селянь все-таки не выдержал и присоединился к сражению. Он владел поразительной способностью голыми руками останавливать меч, но все же со столь опасным клинком столкнулся впервые. От легкого щелчка у него онемела почти вся рука, особенно кисть. Принцу пришлось отступить на несколько шагов и потрясти рукой, чтобы к ней вернулась чувствительность. «ГГ», — произнес Хуачен за его спиной. «Сразимся вместе». Они стояли плечом к плечу, готовые вступить в схватку с противником, который лишь улыбнулся заметнее, а Селянь прошептал: «Ты сверху, я снизу». Прежде чем принц замолчал, они разделились из двух направлений: сверху и снизу напали на Цзюнь-У. Селянь был хорошо знаком с приемами Цзюнь-У, мог примерно догадаться, какое движение будет следующим, и с его губ сорвалось: «Назад». Хуачен, как и велел принц, повернул клинок Эмина в обратном направлении, и Цзюнь-У едва не попался на уловку. «Взрыв!» — снова бросил Селянь. Хуачен подчинился и вместо удара саблей собрал в раскрытой ладони сгусток магической силы, которую выпустил в Цзюнь-У, попав тому в плечо. Противник просел в воздухе, и если бы не его поразительная скорость, оба приема вполне стали бы угрозой жизни. В процессе боя Селяня вдруг осенило, ведь Хуачен непревзойденный, разве он нуждается в наставлениях с его-то мастерством? Напротив, для него это настоящее оскорбление. Принц понял, что его старые привычки дают о себе знать, и торопливо извинился: «Прости. Тебе нет нужды меня слушать, Хуачен». Впрочем, лишь улыбнулся. ГГ дает лучшие советы, почему бы их не послушаться? Неожиданно полотно моста обрушилось под ногами Хуачена, и демон едва не упал следом, но Селянь, стоя на мосту, призвал Жайо, и та удержала Хуачена от падения.
В следующий миг принц ощутил холод возле шеи, Цзюнь-У очутился у него за спиной и положил руку на плечо со словами «Синь-Лэ, неплохое мастерство». Он оказался слишком близко, так близко, что Селяня сковало ужасом. Раздался возглас Хуачена, ГГ, выбросив вперед левую руку, он запустил в полет Эмина. Селянь среагировал поразительно быстро, чуть пригнулся, и сабля, просвистев над его головой, нанесла удар по Цзюнь-У. Тот, наконец, отпустил плечо Селяня, и принц, пользуясь представившимся шансом, прыжком оказался возле Хуачена, так же, как Эмин, вернувшийся в ладонь хозяина. Они действовали настолько слаженно, что сторонний наблюдатель увидел бы лишь размытые силуэты, которые мелькали, словно молнии, невообразимо быстро, так что захватывало дух. Но смех Цзюнь-У эхом раздавался под сводами грота, словно подбадривая их: прекрасно. Очень хорошо. Продолжим. Му Цин, с трудом избегая рушащихся участков моста, в ужасе воскликнул: советник. Он вообще нормальный. Он что, смеется, я уже говорил. Ответил советник. Хуже его злости может быть только радость. Это лишь самое начало. Меж тем Цзюнь-У, заполучив Чжусинь, обернулся тигром, которому приделали крылья. Селянь, наблюдая, как Цзюнь-У непрестанно направляет атаки в правый глаз Хуачена, охваченный волнением, приказал Жайо зацепиться за рукоять Чжусиня. Однако Цзюнь-У неожиданно дернул руку с мечом на себя, и Селянь просто полетел в его сторону. Принц вначале изумился, но тут же привел эмоции в порядок, все равно он намеревался забрать у противника меч. Поэтому он без страха бросился навстречу оружию, в голове проиграв более 200 возможных вариантов последующего сражения. Но успел пролететь лишь половину расстояния, чья-то рука схватила его и потянула назад. Селянь опустился на мост, а, обернувшись, увидел Хуачена, который заслонил его собой. И черный клинок, пронзивший сердце демона насквозь. При виде такой картины Селянь просто перестал дышать. Сань Лан. Лицо Хуачена выглядело немного помрачневшим. А ведь Цзюнь-У ожидал, что Селянь сам напорится на Чжусинь, но когда ему помешали, вынул меч и отступил, словно слегка разочарованный. Селянь совершенно позабыл о том, что Хуачен — демон, и даже с дырой в груди способен сражаться, как и раньше. Не в силах унять беспокойство, принц обеими руками зажимал рану на груди Хуачена, из которой не вытекло ни капли крови, и тараторил: «Сань Лан, зачем ты вдруг?» Хуачен перебил: «Как я мог позволить, чтобы он снова пронзил тебя прямо на моих глазах?» По какой-то причине в его голосе слышалось чрезмерное напряжение. Селянь на миг застыл, но вдруг услышал мягкий голос Цзюнь: «Синь-Лэ, к чему так огорчаться? Он все равно не почувствует боли, ведь он давно умер». Да как он смеет напоминать об этом? Селянь резко повернулся к Цзюнь-У и, исполнившись гнева, выкрикнул: «Разве это не целиком и полностью твоя вина?» Но Цзюнь-У холодно усмехнулся: «Целиком и полностью моя вина». Услышав вопрос, Селянь вдруг запнулся. А Цзюнь-У быстро сменил тему: «Возможно, это так. Но ты, Синь-Лэ, должно быть, провел слишком много времени в мире смертных, раз позабыл о своих прошлых деяниях. Помнишь ли, что ты творил после гибели государства Синь-Лэ?» Цзюнь-У расплылся в многозначительной улыбке и медленно добавил: «Помнишь ли призрака, которого называл Умином?» Селянь неожиданно побледнел, словно мертвец, с его губ сорвалось: «Не надо». Мэйнянь-цин, предчувствуя неладное, спросил: «Ваше Высочество, о чем он говорит? Что ты сделал после гибели Синь-Лэ?» В приступе внезапного страха Селянь посмотрел на Хуачена, затем на Цзюнь-У, и выражение его лица вместо гневного сделалось растерянным. Но Хуачен сразу схватил принца за плечи и с нажимом произнес: «Все хорошо, Ваше Высочество, не бойся». Фэн Синь поддержал: «Да». Сохраняя спокойствие, Му Цин же с присущей ему чувствительностью к деталям спросил, что он имеет в виду. «Призрака». Какого призрака? Но разве Селянь мог сохранить спокойствие? Это было время его неописуемого упадка, а также время, когда он совершил то, о чем сожалел больше всего на свете. Сожалел до такой степени, что сам не решался вспоминать об этом.
стоило в его памяти возникнуть той улыбающейся белой маске с чуть приподнятыми уголками глаз, и принц терял покой и сон, желая только одного — свернуться в комок и не разворачиваться, чтобы никого и никогда не видеть. Хуачен видел селяня в беспредельном великолепии и в крайней бедности, потерпевшим поражение и отчаявшимся, неуклюжим и дурашливым. Это все не имело значения. Но ему, должно быть, не доводилось лицезреть селяня, барахтающегося в грязи, ругающегося последними словами, селяня, чье сердце полно ненависти, который всей душой желает уничтожить государство Юнань ради мести и даже сотворить вторую волну поветрия ликов. Об этом периоде своей жизни принцу было невыносимо вспоминать. Но если раньше, вздумай безликий бай ворошить прошлое, это не возымело бы действия, то теперь... Селянь не хотел даже предполагать, какое выражение появится на лице Хуачена, когда он обо всем узнает. Потому что принц вовсе не такой хороший, каким его считает Хуачен. Он вовсе не из тех, кто ни разу не заморался в грязи, всегда был святым, возвышенным и чистым. А если даже на лице Хуачена лишь промелькнет выражение, словно он не может поверить услышанному, селянь, наверное, больше никогда не найдет себе места, больше не сможет показаться Хуачену на глаза. Стоило только подумать об этом, и лицо селяня неудержимо помрачнело, на лбу выступили капли холодного пота, руки едва заметно задрожали. Видя его реакцию, Хуачен только сильнее сжал пальцы и уверенно произнес: «Ваше Высочество, не надо бояться. Помнишь, ты в беспредельном великолепии — это ты. И ты, упавший в грязь, тоже ты. Главное здесь ты, а не какой ты. Неважно, что произойдет, я никогда тебя не оставлю. Ты можешь рассказать мне что угодно». Затем он с нежностью добавил: «Ты можешь сам мне рассказать». Селянь немного пришел в себя, но Цзюнь-У вдруг усмехнулся и протянул: «Неважно, что произойдет, никогда тебя не оставлю. Когда-то мои самые верные последователи, самые лучшие друзья говорили мне те же слова». Советник чуть переменился в лице, и Цзюнь-У бросил на него взгляд, говоря: «Но в итоге ты сам видишь. Никто из них не сдержал обещания». Советник, словно не в силах смотреть на него, отвернулся. Хуачен сказал: «Верь мне, Ваше Высочество». Разве нельзя мне поверить? Но дело не в том, что селянь не верил. Просто он не решался рисковать. В конце концов, принц нервно сглотнул, вымученно улыбнулся, но сразу почувствовал, что улыбаться не стоит, опустил голову и дрожащим голосом проговорил: «Сань Лан, для начала, прости, я, наверное, Хуачен», внимательно поглядев на него пару мгновений, перебил: «Вообще-то», но тут же осекся, поскольку мощнейшая убийственная ци налетела на них, заставив отскочить прочь. Селянь, чуть приведя мысли в порядок, сделался не таким уж бледным и спросил, что с ним. Почему он стал еще быстрее, еще сильнее, в сравнении с воплощением безликого бая. Сейчас Цзюнь-У поднялся по меньшей мере на ступень в скорости и силе, которые продолжали расти. В каждом ударе отчетливо ощущалась эта ужасающая перемена. Му Цин заметил еще одну странную деталь и выкрикнул: «Ваше Высочество!». Осторожно, он поменял тактику. Он больше не нападает на собирателя цветов под кровавым дождем. Его атаки направлены теперь только на тебя, селянь, разумеется, тоже обратил на это внимание. Но в руках принца осталось лишь жайо, которая при виде Фансиня испуганно сжималась, поэтому отбивать атаки напрямую не получалось. К счастью, Эмин успешно отражал все выпады, направленные на принца, не пропуская ни одного.